Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я украшаю вот такой торт в виде корзины с каскадом из роз. Украшать я его буду белково-заварным кремом, итальянской меренгой. Украшать буду самыми простыми кондитерскими насадками, которые есть буквально в каждом наборе, даже для начинающего кондитера. Все покажу, расскажу в данном видео, на что здесь обратить внимание. Крема я здесь сварила белково-заварного итальянской меренги на 200 грамм белка. Сразу здесь отложила на цветы. Сначала делаю цветы. Сначала добавила в крем сейчас цвет хаки и потом листовой зеленый, чтобы сделать основу для роз, именно для лепестков роз. Получился вот такой фисташковый, слегка в цвет хаки уходящий цвет. Здесь немножко не передает камера, конечно, этого цвета. Розовый. Едва дотронулась каплей красителя до крема, и получился очень нежно-розовый. Насадка здесь изогнутая роза у меня. Про насадку я скажу далее, потом позже. Здесь сделала полосочку из гелевого водорастворимого розового красителя. Там, где острый выход тонкий у насадки. Розовым этим кремом делаю вот такие борозды из кондитерского мешка. Уже отсаживаю вот так крем в этот мешок с насадкой. И оставшееся пространство в кондитерском мешке я заполняю вот этим фисташковым кремом. Сейчас выпускаю намеренно из насадки лишний крем. Видите, какая ярко идет полоса. И вот когда я добиваюсь уже вот такого вот выхода крема, вот это меня устраивает, когда полосочка идет уже аккуратная и тонкая. Здесь основание роз можно делать абсолютно из любой насадки. У меня здесь насадка звездочка 8 мм на выходе. И начинаю накручивать розы. Розы эти делаются очень и очень просто. Теперь я расскажу уже больше про мою любимую насадку. Здесь у меня насадка роза 2 сантиметра на выходе. Насадка изогнутая роза. У нее, к сожалению, нет номера. Я ее очень давно покупала. Я ее сделала узкой, плоскогубцами, заузила я ее. Насадку я стараюсь держать под углом 45 градусов по отношению к гвоздику кондитерскому. Таким образом получаются очень красивые розочки. Здесь лепестки я не делаю заостренными, потому что вся красота в этих лепестках уже придается красителям. Здесь показываю вам несколько размеров самих розочек. Делаются они элементарно. Делаю по 3 лепестка в основном на каждом рядочке. И таким образом раскрываю цветок. Вот сейчас показываю более такую уже большую розочку, как сделать. То есть это делается все элементарно просто. Сначала из сваренного крема я делаю цветы, потому что у меня не было времени, чтобы уже варить отдельно на корзинку, отдельно на сами розы крем. Дижа миксера, у меня объем дижи, вот в котором я взбивала этот крем, 7 литров. То есть, если у вас маленький миксер, допустим, на 4 литра, то лучше взбивать это, конечно же, отдельно. Сначала на цветы, а потом на корзинку. Либо же наоборот, но чтобы у вас не было большого объема крема в маленькой диже, потому что он будет у вас постоянно выбиваться из дижи миксера, и вы будете с ним только иметь проблемы с этим кремом. Он не взобьется так, как нужно, он не будет устойчивым. Если вы ручным миксером взбиваете, также лучше взбивать по 2 маленьких порции. У меня 2 подробнейших видео по приготовлению белково-заварного крема есть на моем канале. Ссылки, естественно, как приготовить этот крем, которым я украшаю, я оставлю вам все в описании к данному видео. В плейлистах также украшения тортов, также кремовая флористика есть плейлист. Смотрите, проходите по этим ссылкам. Вот здесь показываю, как бутончики делать. Очень просто тоже и очень быстро. То есть буквально сделали основание и 3 лепестка. И уже бутон, в принципе, готов. Они мне понадобятся уже при украшении данного торта
множество этих бутончиков понадобится, поэтому я их заготавливаю также наравне с крупными розочками здесь. То есть вот по такому принципу я заготавливаю все цветочки. Их можно и за час заранее до украшения торта также отставить в сторону. То есть если вы будете варить крем на корзину отдельно, ничего абсолютно с этими цветами не случится. Можно их убрать в холодильник, можно оставить при комнатной температуре. Отставляю в сторону и сейчас покрываю сам торт кремом. И также плету корзинку на этом торте. Здесь у меня торт Сникерс, быстрый, без прослойки безе, с соленой карамелью. Здесь, смотрите, я расположила этот торт уже так, чтобы у меня вот каскад, видите, я его сместила немножко влево, и спереди я оставила ему более такое обширное пространство, чтобы этот каскад из роз у меня уже располагался на подложке. То есть об этом нужно подумать заранее. Торт у меня 22 сантиметра в диаметре, без украшения. Здесь торт я покрыла шоколадным ганашем. Пропорция у него элементарная: 100 грамм шоколада и 100 грамм сливочного масла. Потому что тортик сам очень нежный. Здесь я особо не выравнивала ничего, особенно бока вообще я их не выравнивала. Я шпатель слегка смочила холодной кипяченой водой и прошлась по нему для того, чтобы крем не тянулся за шпателем. Здесь насадка у меня элементарнейшая, которая есть у всех, продается даже в супермаркетах, в отделах для выпечки. Это насадка 8 мм открытой звездочкой, ей очень удобно плести вот такие корзинки. Крем уже постоял, немножко он где-то запузырился, но это не столь здесь критично именно в таком плетении. Просто когда нету времени на изготовление дополнительного крема, я всегда готовлю крем уже сразу в большой деже миксера, чтобы мне не возвращаться к этому. Можно, когда есть время, конечно же, готовить крем отдельно. Стык делаем там, где у нас будет каскад из роз, чтобы потом вот этот стык у корзинки был у нас полностью закрыт. Как плести саму корзинку, есть много подробных видео на моем канале. Здесь я особо не останавливаюсь именно на самой корзинке. Лучше, конечно же, удобнее плести эту корзинку сидя, особенно для новичков, чтобы вам было уже видно, сколько плетений вы делаете. Тут главное приспособиться, кому как удобно. Все, сама корзинка у меня готова. Делается это очень просто и очень быстро. Вот остаток розового крема, который от роз у меня остался, я делаю основание. Вот это основание, оно очень здесь важно. Иначе все это будет плоско очень смотреться. И именно вот эта вот не спадающая такая гроздь из этих цветов, она должна с чего-то начинаться. Вот с этого основания, как бы возвышение, она у нас и будет. Вот на него сейчас отсаживаем, на это основание, все розы. Самые такие какие-то более блеклые, которые у меня получились, я их отсаживаю назад, потому что они впереди. Конечно же, их не будет видно, вот эти две розочки такие бледноватые уже, которые я заканчивала, когда уже вот эта полоска розовая, она уже бледной стала. Отсадила их назад. Когда мы делаем вот такой каскад из цветов, из любых цветов, чтобы цветы все смотрели в одном направлении. И поэтому выставляем их. Лучше, конечно, это делать вот такими крупными ножницами. Ножницы, естественно, эти я использую только для тортов. И вот так устанавливаю и в крем. То есть никакие основания под цветы здесь ни в коем случае не делаем, потому что они, наоборот, должны у нас уходить как бы вниз. Это очень важно здесь. То есть сам торт очень простой. Он делается несложно. Но здесь главное расположить эту композицию. У меня на канале есть еще такой тортик с осенними цветами. Я вам ссылку оставлю в описании к данному видео на него. Там опрокинутая корзинка стоит маленькая, и из нее как бы вот высыпаются эти цветы. Тоже интересный вариант изготовления таких тортов. Пройдите по ссылке и посмотрите.
Вот здесь не нужно бояться отсаживать мелкие вот эти бутончики буквально на отвесную боковину торта. То есть они никуда не денутся, мы их сейчас будем еще укреплять бутонами, и все будет держаться отлично. Не увлекаемся здесь обилием цветов внизу, все это у нас сейчас закроется. Делаю из оставшегося крема, которым я делала в принципе розы, вот такие фантазийные бутоны розовые, как бы, чтобы просто дополнить эту композицию. Бутонами этими тоже здесь увлекаться не следует. Вот дополнили по бокам, этого уже достаточно. Из насадки круг. Круг у меня здесь примерно 6 миллиметров. Насадка у меня, к сожалению, без номера здесь. Я делаю вот такие основания для бутонов в малазийском стиле. Делаем, чтобы именно укрепить наши на отвесной поверхности находящиеся розочки. Эти бутоны, они полностью их будут фиксировать. То есть это очень удобно. Делаются они элементарно просто. Сзади тоже не забываем их располагать. Цвет у меня здесь листовой зеленый. Весь белково-заварной крем я окрашиваю всегда гелевыми водорастворимыми красителями. Кондитерский мешок здесь взяла и срезала у него буквально 3 мм. И наполняю вот эти зеленые основания бутонов по принципу малазийских цветов. Здесь наполняем, и они как бы сами по себе расширяются изнутри, и получаются вот такие вот бутончики. Сейчас мы еще их будем декорировать дополнительными шариками из мастики, также цветочками из мастики, которые я заготавливаю всегда заранее. Они у меня всегда есть в наличии, разных цветов, очень удобно. Это очень экономит время, просушиваем их и работаем всегда, держим их наготове. Насадка номер 70, листик 10 мм на выходе. Элементарная тоже насадка, которая тоже, как правило, есть в каждом наборе для начинающего кондитера. Листья отсаживаем там, где нужно заполнить место. В принципе, можно даже, кому-то, может быть, и так понравится. Но тортик у меня был для молодой девушки, поэтому мне хотелось его как-то посветлее сделать все-таки. Вот эти бусинки из мастики, которые я всегда заготавливаю заранее, они, может быть, у меня здесь не идеально круглые. Просто, как уж получится, все равно в креме они будут смотреться круглыми. Даже вот такие крупные делаю. Иногда они нужны и на детские торты, когда не хочется делать шары из глазури или из шоколада, то есть чтобы побыстрее. Мастика остается, и очень удобно высушить вот такие заранее, сделать разных цветов шарики. Они всегда есть тогда в наличии и очень помогают в украшении кремовых именно тортов. Как делаются вот такие цветочки элементарные из мастики, у меня есть подробное видео по ним. Я вам ссылку на эти цветочки также оставлю в описании к данному видео. Пройдите и посмотрите. Цифры здесь поставила из мастики тоже. И несколько бабочек поставила именно из вафельной бумаги на торт. Отдельное видео по украшению торта, который покрыт белково-заварным кремом, именно вот с такими бабочками, есть на моем канале. Подробнейшие видео. Там все рассказываю, как их фиксировать, как их изолировать. То есть здесь я их ничем не изолирую никогда. Они прекрасны и сутки, и двое простоят на этом креме. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.